Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Я приветствую вас на моем канале «Частное мнение русского немца». Я сегодня хочу разобрать один комментарий. Он был очень обширный и очень большой и очень интересный aus meiner Sicht. Ну а в первых минутах этого ролика я хочу вас попросить на меня подписаться, если это возможно. Если это невозможно, значит вы уже подписаны на меня. Ну и, конечно, поставить лайк, написать комментарий и поделиться этим роликом. Ну и, конечно, нажать на колокольчик. Так, я буду сейчас читать этот комментарий. Частное мнение о ком-то имеет вполне объективное название. Сплетня. Знаете, я думаю, что я не делаю сплетни. И знаете почему? Потому что я рассказываю о том, о чем люди сами рассказывают о себе. А я это немножко пересказываю и добавляю свое понятие к этим вещам, которые они рассказывают. У нас в России подобное не считается достоинством, тем более для мужчин. Вы знаете, вы тут что говорите, что для России подобно и что для России не подобно. Я тоже в России жил. И одно я там понял, что там сплетни разводят очень большие. И очень много сплетней разводят. Особенно мужчины. А я делаю только обзоры на то, что я вижу, что мне показывают официально в Ютубе. Ну а это было вообще интересно, что он тут написал или она написала. Лужи на российских дорогах рассмотрели. Хочу напомнить, что Россия это 47 Германий. В моей стране идет строительство и развитие такими темпами, что дороги не всегда успевают строить в новых жилых районах и кварталах. Я себя спрашиваю, если 47 Германий помещается в одну Россию, почему ведет тогда Россия войну с Украиной? Для чего? Если они не успевают свои дороги делать. Для чего им эти земли? Почему свои земли не сперва как-то узаконить или что-то там посадить или еще что-то. Что-то сделать со своими землями. Построить города на этих землях или еще что-то. Ну а сейчас начнем про дороги. Дороги не успевают в кварталах строить. Может тогда надо что-то сделать? Может надо побольше рабочих взять, побольше техники, и чтобы фирмы успевали строить дороги? Но в России всегда кто-то другой виноват. Абсолютно всегда кто-то другой виноват. Что дороги не строятся из-за того, что погодные условия плохие. Что дороги не успевают строить. Виновата, что Россия такая большая. Ну а потом про 90-е годы. Что там в 90-х годах произошло? Почему там так много разрушилось? Или после 90-х годов почему так много разрушилось? Вы знаете, конечно, дома рушатся. Правильно вы сказали, дома рушатся. И после 90-х годов или до 90-х годов дома тоже рушились. Дома всегда рушились. Но Россия, она такая богатая страна. Столько много полезных ископаемых. Всего есть в России. Есть и бензин, есть и нефть. И абсолютно все есть. Вся Менделеева таблица есть на российской земле. Почему тогда люди не успевают или почему тогда все рушится? Почему вот эти деньги, которые вот за полезные ископаемые страна получает, почему она их не использует для развития страны? И вы знаете, в Германии, если что-то разрушится, они этому не дадут совсем разрушиться. Они что-то думают, что-то делают и опять строят эту вещь. И если, например, один завод закрылся, на этом месте открывается другой завод, выпускает что-то другое. Если дом разрушился, у каждого почти есть ферзихерум, страховка.
страховка выплачивает. И потом можно себе уже опять какой-нибудь дом построить или еще что-то, если что-то разрушилось. Вы скажите, пожалуйста, сколько в Германии было потоплений? Очень много было потоплений в Германии. И как быстро Германия от этого отопления отошла? Как быстро? А Россия, я не знаю, я не могу понять, как так? После войны со всеми вот этими полезными ископаемыми, они заводы получили с Германии, они все получили, да? Все, абсолютно все получили. Да еще и свои ископаемые. Да и Советский Союз, какой он большой был. И до сих пор не могут все наладить. Возьмите мотоцикл BMW. Вот как он строился в Германии тогда, в те года, так и они начали его строить в России. И до сих пор строят его, этот BMW, точно так же, как они его строили при Советском Союзе. И сейчас в России точно так же его строят. Конечно, они его немножко модернизируют, aber они его строят точно так же, как они его раньше строили. Это, конечно, плохо. Почему это плохо? Потому что человек растет. И фирмы тоже растут. И оно должно все современнее становиться, все модернее становиться. Все абсолютно как-то расти. А если страна не растет, или фирма не растет, или еще что-то не растет, то все будет плохо. Почему Германия без полезных ископаемых? У Германии нету полезных ископаемых. Она только выпускает что-то. Почему она после войны так быстро оклемалась? А почему так долго Советский Союз себя восстанавливал после Великой Отечественной войны, хотя у Советского Союза все было? Например, полезные ископаемые, большая территория, рабочая сила была, много людей работало на предприятиях. Все irgendwie шло, но почему-то Советский Союз не сумел опередить Германию или построиться как-то. И Россия после всего этого, после коммунизма, после развала Советского Союза, почему она до сих пор не может стать страной с ведущей экономикой мира? Я еще раз повторюсь. В России столько земель неоснованных, столько земель. Можно было все еще асфальтировать, можно было все еще прекрасно сделать. Столько газа в России. Можно было бы газовые турбины построить, можно было электрическую энергию вырабатывать. Можно было все сделать, но почему-то ничего не делается в России. Вот потом следующий вопрос. Почему электроэнергия такая дорогая в России, где столько ветров, столько газа и столько нефти? Это же все могло как-то энергию вырабатывать. Почему в Германии энергия в некоторых местах даже дешевле получается, чем в России? Объясните мне вот это. Вот вы говорите, все виновато, все виноваты. Война виновата, это виновата, то виновата. Но почему Германия после войны поднялась на ноги, а Советский Союз с Россией до сих пор не поднялся на ноги? Ну и, конечно, я сейчас хочу еще рассказать про туалеты на улице. 30% населения России не имеют туалетов внутри помещения. Знаете, я думаю, в чем причина. И я вам желаю всего хорошего. Подписывайтесь на меня, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь. Ну и, конечно, нажимайте на колокольчики.